Мне очень странно, почему мы редко готовим цветную капусту, и она кажется недооцененной и залеживается на прилавках магазина без особого интереса. Приветствую вас! Меня зовут Яра, и сегодня я решила приготовить один из моих любимых супов – суп из цветной капусты. Многие из вас используют и любят цветную капусту, но думаю, что я ее люблю больше, чем остальные люди, так же, как и чеснок. Крестоцветные, и в частности цветная капуста и брокколи, являются победителями по количеству клетчатки, и также большое количество полезных веществ содержится в них, поэтому цветная капуста и суп из нее не только красивый, нежный, вкусный, но и очень-очень полезный. А готовится этот суп вообще за 15 минут. Начну я с того, что я ее очищу. Я ее уже ополоснула под проточной водой и просто уберу листики. Кстати, вот эти листики такие нежные и красивые, они съедобные. Имеет яркий такой вкус капусты. Нам понадобится для этого супа, собственно, капуста, лук, чеснок. У меня это шалот, сливочное масло, куда без него, сливочки, куриный насыщенный бульон, который я сделала заранее, соль, перец и еще один важный ингредиент – трюфельное масло, которая, если у вас есть, добавит вкус этому супу. Я буду использовать кастрюлю сегодня, и мне понадобится блендер для того, чтобы этот суп измельчить после того, как он у нас приготовится. Капусту делить очень легко. Мы вот так вонзаем нож и проводим вокруг кочерышки. Все, кочерышка у нас должна отойти, и все остальное у нас уже будет в соцветии. Чтобы суп приготовился побыстрее, я соцветия разделю на более мелкие соцветия. Так как мы суп будем измельчать, то этот трюк поможет нам суп приготовить побыстрее и не переварить капусту. Самое главное – оставить в ней больше витаминов и полезных веществ, чем в той, которая будет вариться дольше. Чтобы полезные вещества оставались в овощах, варить такие супы необходимо закрытой крышкой. Почему? Потому что в капусте, как и во многих овощах, содержатся водорастворимые витамины, и они очень летучие. Они боятся солнечного света, и они испаряются вместе с испарением воды. Сначала я почищу и порежу лук. Один лук и парочку чесноков. Лук вы можете использовать любой. Лук и чеснок мы не будем обжаривать слишком сильно. Нам нужно просто, чтобы они отдали свои вкусы. Поэтому я их разломлю и удалю плодоножку. Вот, собственно, даже не буду убирать сердечко, потому что нам эти вкусы потребуются. Я положу сюда 3 чесночка и вот так вот 1,5 лучка. Все это я буду готовить на сливочном масле. Да-да, не смотрите на меня так. Масло всему голова. Это лозунг в нашем доме. Прям вот таким образом я бросаю. Добавляю сюда же капусту. Капусту, наверное, добавлю еще. Кочерышки тоже пойдут в ход. Они обладают чудесным вкусом и такой же нежной текстурой. Вся капуста вообще идет в ход. После того, как овощи у нас немножечко вместе притушились, я добавляю сюда горячий бульон. Вы можете добавить и воду. Когда у меня нет бульона, я использую просто чистую воду. И это тоже вполне себе подойдет. Оставляю на высокой температуре. Пока я не солила, не перчила, мы будем добавлять соль, перец в конце. Накрываю крышкой, чтобы наши витамины водорастворимые не уходили в воздух, а уходили в нашу капусту. И жду буквально 10 минут. Итак, у нас прошло 10 минут, и наша капустка готова. Я выключаю
плиту и добавляю сюда сливочки. Теперь мне нужно немножечко, чтобы все это согрелось вместе. Перец. Сюда бы, конечно, добавить белый перец, но я забыла. И соль. Напоминаю, что мы еще этот суп не солили. Потом можно его посолить. Все. Теперь эту массу необходимо измельчить. Для этого я буду использовать свой термомикс. Но и с погружным блендером это работает замечательно. Просто выливаю все вот таким образом. Шик. И перед тем, как мы будем взбивать, добавлю капельку трюфельного масла. Или 2 капельки. Я его очень люблю. Ароматы. Теперь взбиваю до вельветовой консистенции. Суп готов. Сервируем. Отличная такая пенная густая консистенция. Чем-то напоминает мне растаявшее мороженое. Легкий аромат трюфелей уже чувствуется в воздухе. И мне вдруг захотелось украсить еще капелькой масла. Я думаю, как-то вот так. Ответственное дело, важный момент. Пробуем суп. Сливочный, с ярко выраженным ароматом трюфеля. И, конечно же, доминантной ноткой нашей волшебной королевы этого супа – цветной капусты. Я лично обожаю цветную капусту. Суп получился очень нежный, кремовый, насыщенный и очень легкий. Кстати, знали ли вы, что когда мы едим кремообразные супы, то наши вкусовые рецепторы забиваются с первой ложки. И чтобы попробовать суп снова, нужно выпить немного воды. Теперь рецепторы очистились, и вы можете снова испытать те же вкусовые ощущения. Ну а с вами была Яра. Надеюсь, вам понравился этот рецепт. Подписывайтесь на мой канал, не пропустите новые рецепты и пишите, какие еще интересные супы вы хотели бы приготовить вместе со мной. До новых встреч!